Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 17 по 23 июня. Таро расклад, события ближайшего будущего. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но я надеюсь, что мы с вами получим какие-то подсказки или проведем приятное время. Итак, наши традиционные еженедельные вопросы. Что важно знать? И первая карта. Что для вашей благополучия, для вашей радости будет важно знать на этой неделе? Чего не избежать? Или неожиданности? Чему сейчас не время? Или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни достанем 3 карты. Дела, работа, бизнес. Первая. Энергия денег. Личная жизнь. Что же будет важным? Не торопиться. И у нас пентакли растут на дереве. 7 пентаклей. Карта говорит нам о чем? Все случится в свое время. Может быть, какие-то задержки по документам, у кого-то конкретно по деньгам. Значит, деньги вы получите, документы вы оформите в свое время. Или подпишите какие-то важные соглашения, контракты, бумаги. Может быть, это вы что-то тоже ставите на паузу, потому что у кого-то совпадет с отпуском, может быть такое. Или вообще нас немножко карта останавливает от какой-то поспешности. И поэтому куда-то вы не должны торопиться. Или дать себе время для того, чтобы подумать, оценить обстановку для вашего благополучия, для вашего счастья. Иногда мы на полном ходу, на полном скаку проносимся и чего-то не замечаем, а добрые дела наспех не делаются. Неожиданности или что важно знать, а вот где-то придется для кого-то и быть и вашим, и нашим. Пусть это не совсем увязывается с вашим характером, мои дорогие овны, но, видимо, обстоятельства вашей жизни могут именно так сложиться. И от вашего выбора будет зависеть, поможете вы себе или навредите. Но на этой неделе пока этого не видно. Как поступить правильно? И поэтому правильное взаимодействие как раз сидеть между двух стульев. Или попытаться усидеть и на одном, и на втором. Может быть, есть какая-то двойственность. С другой стороны, дуальная карта нам еще и говорит о том, что мы должны быть дипломатами, безусловно. По этой карте у нас 2 корабля изображено на заднем фоне. И это говорит о том, что один из символов Меркурия. Для кого-то из вас новые возможности в плане рассмотреть для себя какие-то варианты дохода, например, дополнительный доход. Для кого-то из вас могут быть совершенно неожиданные, как ваш собственный инсайт, или может вас заинтересовать какое-то новое направление, к примеру, в бизнесе, в вашем личном творчестве, в вашем ремесле. Для кого-то из вас будет предложено выполнить ту работу, которую вы никогда не делали. И тогда нам эта карта говорит: пытайся, пробуй, будь открыт вообще всему новому и миру. И если вы даже беретесь за что-то, у вас может получиться очень хороший результат, лучше, чем у профессионала. По этой карте это вдохновение и легкость на подъем. Может быть, вы какое-то воодушевление получаете, как подпитка изнутри, какая-то эмпатия приходит. Но, в принципе, карта нас все же первая останавливает. Да, ты пока изучай какой-то вопрос. Или взаимодействуй с миром, взаимодействуй с людьми. Не говори резко никому ни да, ни нет. Ты сейчас еще чего-то не видишь. Потом ты определишься. Чему сейчас не время? Апатия. Вот конкретно апатия. И все то, что я говорила по этим 2 картам, нам рука преподносит кубок, 4 кубков. А мы туда даже не смотрим. Человек смотрит в землю. В землю нельзя смотреть, что мы там увидим. Вот задайтесь вопросом. Хотя человек так устроен, и если вы обратите внимание, если вы идете по улице, обратите внимание на тот факт, что люди чаще смотрят не просто под ноги, для того, чтобы правильно выбрать свою траекторию движения. Нет, они именно смотрят в землю. Это привычка. Поэтому что-то не делать по привычке. Или какие-то грустные мысли в себе не взращивать, а увидеть новые возможности. О новых возможностях нам говорит
двойка пентаклей. Не время хандре, апатии. Или не время тому, что, как мы вспоминаем, у нас что-то не получилось. Тут вообще ни разу не про какую-то глубокую философию или даже анализ собственных действий. Здесь больше рассмотреть новые возможности. Не время оглядываться назад. Не время буквально что-то ставить на паузу или основываться на своих каких-то прежних выводах. Что вам будет помогать? Когда вы надеетесь, с одной стороны, сами на себя. Кстати, по аркану отшельника люблю эту карту за то, что никто не мешает. Когда выпадает отшельник, это значит только одно. Мы сами себе можем помешать. Да, это карта одиночки, безусловно. И это может означать, когда вы свой какой-то путь прокладываете. Поэтому не надеяться на кого-то или много не рассказывать о себе. Помним, удача и успех любят тишину. По этой карте это мудрец. И нам говорят, если ты какой-то вопрос не прояснил, сомневаешься, то тогда тебе нужно найти недостающую информацию. Может быть, какую-то проблему оценить мудро. Мудро это не значит копаться в прошлом, а это здраво оценить то, что есть на данный момент в реальности, и оценить, опять же, здраво собственные силы. Это старший аркан. Для кого-то это будет как ваша задумка, может быть, по части переезда или по части ваших планов честолюбивых. И тогда тоже нужно отталкиваться, мои дорогие овны, от ваших возможностей и от реалий. Но какой-то путь, жизненный путь все-таки нам показывает отшельник. Если хотите, это своеобразная миссия. И у вас ведь очень благополучный сейчас период. Благополучно это не значит, что ничего не происходит. Или когда мы можем расслабиться и ни о чем не думать. Нет, здесь вот за период, даже если какой-то паузы или неспешности, нам уже ни одна карта об этом не говорит. Тут как бы не время и в статике находиться, но и не время принимать какие-то или заявлять что-то, как ваше окончательное решение, выносить кому-то вердикты. Вот не для вердиктов это точно. Чего-то мы можем не видеть, и в чем-то мудро нужно разобраться. Куда, я так вижу, приложить свои усилия. Или для кого-то из вас это может быть отношения с вашим социумом, или отношения с более близким кругом. И если были какие-то конфликты, предположим, тогда нивелировать этот конфликт. Мудрец, отшельник, он не участвует в том, куда его пытаются втянуть. Или он очень хладнокровно смотрит на психологическое состояние людей, назовем это так, на настроение вообще в принципе людское, и оно на него не влияет. И это его сильная позиция, за счет чего? Его невозможно купить. Его невозможно уговорить на то, что он считает для себя лично неприемлемым. Этот дервиш показан нам, и значит не место пока какому-то материализму, а разобраться в решении, как какой-то вопрос, более глубоко осмыслить и определить, мне нужно в этом направлении идти или нет. И правда, вы можете выбирать направление, чем я буду заниматься. И тогда, в очередной раз говорю, отталкивайтесь от того, что для вас лично будет важно или что бы вы хотели осуществить. Что скрыто? Какая-то пауза, мы уже об этом говорили. Когда нужно буквально сложить оружие и не увеличивать дистанцию конфликта. Для кого-то из вас что скрыто? Если вы чувствуете себя, как недомогание или не вполне хорошо, тогда нужно не додумывать свои ощущения, вынося предположения, или, с другой стороны, не думать, что все пройдет, а обратиться к доктору. Пройти, может быть, обследование или получить грамотную объективную консультацию. Что скрыто? Мы можем что-то упустить или, когда мы хотим, с одной стороны, быстрее решить какой-то вопрос, а мы его не решим, нам говорят. Поэтому скрыто то, что мы не сможем как-то ситуацию сделать какой-то прорыв. Это первое. Второе. Нет моментов таких, когда вы, даже если мы анализируем прошлое, вам это прошлое или прежний опыт подскажет. Нет, тут скорее всего не подскажет.
Ситуация сама, которая была в прошлом, она вам может дать подсказки. Но если вы пропускаете через свои эмоции, они вам тоже не помогут. Поэтому куда-то вы не спешите, мои дорогие овны, на этой неделе это точно. Дела, работа, бизнес. Вам нужно что-то обдумать. Король жезлов, ваша энергетика. И король жезлов – это карта харизматичного лидера, но это еще не действие. Король жезлов не готов действовать. Он, кстати, не готов брать за кого-то ответственность. Вот это правда. Он готов вдохновлять, руководить или вести за собой. Он очень притягателен, он обладает даром магнетизма. Но сказать, что он берется вот как-то не додумав, не продумав какой-то вопрос, ну вот так спонтанно за какое-то дело, нет. Он просто сидит на троне. Вот вам говорят, не торопись, правда. Сохраняй свое убеждение. И прежде чем ты к чему-то приступишь, вот такая неделя, ты должен четко знать стратегию свою, тактику или составить тезис-план. Деньги. По этой карте вы можете благополучно, предположим, закрыть какую-то финансовую брешь, если для кого-то из вас это актуально. Есть человек, как минимум один в вашем окружении, который может прийти на помощь. Эта карта сама по себе денежная, и нам тогда говорят, деньги мы здесь больше кумулируем. К нам могут обратиться, попросить в долг или одолжить, и карта предупреждает: будь внимательным, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Либо долг не вернут, либо это будет возвращено с каким-то, с какими-то задержками, вам они самим понадобятся, а в результате вы себя как будто обесточите. Так вот, по поводу денег и кумуляции этих денег, здесь все проигрывается со знаком плюс. Вы как раз можете решить финансовую проблему, закрыть какой-то финансовый вопрос, рассчитаться с кредитом или найти варианты. Или для кого-то из вас, наоборот, это будет как взять ипотечный кредит или заручиться чьей-то поддержкой. Но в любом случае по финансам стабильная ситуация. Или деньги к вам все-таки приходят, мои дорогие овны. Пусть с задержкой, но нам говорят, они придут, ты не переживай. Личная жизнь. Ну, правда, про усталость. Вот вас карты останавливают. Вам усталость может сыграть, знаете, такую медвежью услугу. Во-первых, вы из-за усталости не увидите возможностей. Вы будете анализировать прежнюю ситуацию, а нам говорят, тебе туда не надо. Уже что-то изменилось. Или в последующем изменится, и тебе, какой-то этот глубокомысленный анализ не поможет. Или буквально какие-то обязанности вы можете на себя взвалить, и из-за этого тоже уже света белого не видеть. Нам ведь о чем говорят? Первое. Делегируй какую-то рутинную работу. Обрати внимание на свои, вот как по отшельнику, что помогает, на свои планы, на свою мечту, на то, что ты хотел реализовать. На вас могут воздействовать тоже люди. Или, может быть, вы, мои дорогие овны, уже кому-то пообещали, и вам приходится из последних сил продолжать обещанное. Пусть это выпадает на личную жизнь, но я бы сказала, когда несколько карт говорят в контексте, что вам необходим отдых или внимание к собственным планам, к собственной мечте, к собственному здоровью, самое время взять паузу, отдохнуть и потом уже обдумать какой-то вопрос, нежели куда-то поторопиться, дать обещание. Наоборот, обрасти какими-то ненужными делами, которые будут вас дополнительно как обесточивать, не давать возможности что-то свое осуществить. Или потом придется тянуть какую-то лямку. Может быть, кому-то сказать, да, нет, вот не время вердикта, мы ведь уже об этом говорили. Поэтому будьте осторожны, думайте сами про себя. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, такая неделя. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.